Всем привет! 6 мая прошел сольный концерт Димаша Кудайбергена в Анталии. Давайте узнаем подробности. Димаш и его команда приехали в Анталию за несколько дней до концерта и смогли в полной мере погрузиться в атмосферу чудесного города, познакомиться и поработать с гостеприимными коллегами и организаторами гастролей. Сольный концерт Димаша проходил в Анталия Экспо, куда был перенесен из-за объявленного штормового предупреждения буквально за пару дней до означенной даты. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Из близких и дальних точек планеты люди слетелись в теплую Анталию для того, чтобы впервые познакомиться или вновь насладиться казахской культурой, представленной Димашем и его командой. Программа концерта построена таким образом, что зрители могут не только услышать композиции, исполненные артистом на родном казахском языке, но и получить удовольствие от песен на русском, английском, испанском, итальянском, французском, китайском и японском языках. А также зрителей концерта ждал большой сюрприз от Димаша и специально приглашенного гостя, представителя принимающей страны, музыканта Бурака и Этера. До начала шоу, пока собирались зрители, на разогреве выступали вокалисты Анна Крафт из России, Ерлан Кокеев из Казахстана. Интересными каверами разогрели публику ребята из битбокс-группы Я Наха, исполнив в том числе хит Димаша «Fly Away». И перед самым началом основной части концерта громкими аплодисментами зал встречал энергичный диджей-сет от Бурак Этер Бэнд. Димаш появился из глубины сцены под звуки заглавной песни «Golden». Перед началом основной программы артист выразил соболезнования и попросил минуту молчания по погибшим в землетрясениях в Турции. Концерт прошел в очень теплой атмосфере постоянного взаимодействия артиста и зрителя. Начиная от слов приветствия музыканта на казахском, английском и к восторгу публики турецком языках, продолжаясь общение со зрителями и подписыванием автографов между песнями. В этот вечер вниманию взыскательной международной публики были представлены произведения на английском языке: If I Never Breathe Again, Fly Away, Screaming, Give Me Your Love, титульная песня тура Stranger в сопровождении глубокого звучания кабыза. Together, авторская композиция Абель Мансура Кудайбергена. И, конечно, История одного неба, авторская песня Димаша, несущая важное сообщение о единстве наций и народов. Широтой вокального диапазона и душевных качеств артиста снова поразили песни Олимпико, SOS, ностальгические Battle of Memory на китайском и Autumn Strong на китайском и японских языках напомнили о временах проекта I'm Singer. Любовь уставших лебедей на русском языке объединили весь зал в общем хоре, а композиция без слов «Аве Мария» и «Знай» наоборот увели зрителей в параллельную реальность. На своих сольных концертах в разных странах мира Димаш старается включать в программу произведения на языке принимающей стороны. Специально для турецких поклонников он исполнил известную турецкую песню «Геси Баглар». Гостеприимные хозяева преподнесли Димашу подарок – турецкий национальный музыкальный инструмент баглама. Димаш выразил глубокую благодарность турецкой стороне за радушный прием, отметил общность казахской и турецких культур. В анонсе концерта был заявлен сюрприз в виде дуэта казахстанского артиста со специальным гостем – турецким музыкантом Бураком и Этером. Ожидания поклонников оправдались по максимуму. Димаш и Бурак представили результат совместной работы – композицию «Weekend». Легкий, но энергичный бит сразу захотелось подпевать и поставить на заставку в телефон. На новой песне неожиданные номера концерта не закончились. Еще одним подарком зрителям стало исполнение Расулом Усмановым «Меджнун Тал» на его родном уйгурском языке.
под аккомпанемент Димаша на фортепиано. Гостями концерта также были музыканты-инструменталисты Тимирлан Олжанбаев и Ернат Наурыз, которые исполнили кюи на домбре. И вместе с кабызистом Олжасом Курманбеком новую композицию «Заман». Абельмансур Кудайберген порадовал соло на электрогитаре, а сам Димаш по традиции сыграл кюи «Отдай» на домбре. Песни на родном языке всегда являются важной частью каждого концерта Димаша. Они вызывают особенный трепет в душе самого артиста, который магическим образом передает его всем поклонникам вне зависимости от страны проживания. Так было и на концерте Анталия Экспо. Среди таких композиций прозвучали прочно вошедшие в репертуар артиста, любимые поклонниками, трогательные «Незабываемый день», «Дайди Дау», «Махаббат Бермаган», дали волю энергии и эмоциям народно-роковой песни «Дардурас», заставили пританцовывать веселая «Залун», нашла вместо рэпу на казахском языке «Be With Me» и пообещала новые встречи финальная «Let It Be». Дорогие друзья, Димаш и вся его команда сердечно благодарит всех поклонников и ждет новых встреч. Мировой тур Stranger только начинается. Это была информация о Димаш Ньюс. С вами был Петр Грик. Всем счастья и здоровья. Teşekkür ederim.